Электромобили – это не будущее, а уже настоящее. Это Hyundai Ioniq 5. Совершенно новый, полностью электрический кроссовер. И я впервые тестирую электрокар. Это полноприводный кроссовер с двумя моторами общей мощностью 305 лошадиных сил. У переднего двигателя мощность 95 лошадиных сил, а у заднего 210. Это самый мощный автомобиль из тех, которые я тестировала. Угловатый экстерьер выглядит экстравагантно в мире современных машин. Сбоку автомобиль смотрится круто. Такое чувство, что дизайнер взял идею с согнутого по диагонали листа. Это среднеразмерный кроссовер, но у него длинная колесная база 3 метра. Небольшой передний свес, сильный наклон стоек и клиренс небольшой, 165 мм. Но это больше, чем, например, у моей любимой Toyota CHR. У Ioniq 5 интересные колесные арки с засечками. 20-дюймовые диски со сложным рисунком выглядят космически и отличают эту машину от остальных. Здесь нет классической решетки радиатора. Вместо нее внизу есть два активных воздухозаборника, которые открываются, когда нужно остудить батарею. На переднем бампере расположена светодиодная лампа-панель, которая светится в темноте вертикальными полосочками. Вся оптика светодиодная. Здесь стоят 4 прямоугольные фары с автоматическим переключением дальнего света. Они оформлены квадратиками, которые Hyundai называют пиксели. Выглядит оригинально и симпатично. У Ioniq 5 выдвигающиеся ручки дверей, которые находятся в закрытом положении вровень с дверью. Они открываются нажатием кнопочки на ключе или нажатием на саму ручку. Сзади расположена полоса, состоящая из квадратиков. Когда вы нажимаете тормоз, часть из них загорается, формируя задние фонари. При включенном поворотнике мигает еще больше квадратиков в нужном направлении. Есть спойлер с прорезями для воздуха, но, увы, нет дворника. Через 3 секунды после того, как вы подошли к машине сзади, багажник автоматически открывается. Он с широким проемом. У него большой объем 527 литров. В том числе за счет того, что нет запасного колеса, только ремкомплект. Под капотом, помимо компонентов электромотора, находится небольшое отделение для вещей. На авто стоит литий-ионная батарея емкостью 72,6 кВт-часов. Наш Ioniq 5 может проехать с такой батареей 430 км. Конкуренты Hyundai Ioniq 5 – это Tesla Model Y, Mercedes EQA и EQC. Hyundai заявляет, что они переосмыслили автомобильный интерьер, и это правда. Первое, что радует в салоне – это ровный пол. Здесь просторно и светло за счет светлой обивки. Круто, что многое в салоне сделано из переработанных материалов. Например, в каждом Ioniq 5 используются 32 переработанные пластиковые бутылки. На рулевом колесе нет логотипа, его можно легко отрегулировать под себя, есть подогрев, и что очень удобно, вот сюда вот вынесена кнопка регулировки режимов езды. Ручка переключения передач находится справа от руля. Это непривычно, но, как оказалось, очень удобно. Есть видеомониторинг слепых зон. Камеры дублируют зеркала заднего вида и выводят картинку на дисплей панели приборов перед вами. Есть подогрев зеркал, датчики дождя и света. Что здесь очень круто, центральную консоль можно двигать вперед-назад. Это очень хорошее решение, которое позволяет получить дополнительное пространство на переднем ряду. Крышку центральной консоли можно поднять, и под ней небольшая ниша для вещей. Здесь есть 2 USB, беспроводная зарядка, и можно поднять саму вот эту вот крышку центральной консоли полностью, получив еще дополнительное место для вещей. У панели приборов 2 больших матовых экрана диагональю 12,25 дюйма. На панели приборов уникальная картинка. Слева графически показывается скорость, а справа видно, сколько вы тратите заряда и сколько производите. Есть head-up-проекция с дополненной реальностью. То есть, когда вы едете, вы видите информацию на расстоянии перед машиной, такую как скорость, направление движения и предупреждение о машинах в мертвых зонах. Тачскрин справа информативный с хорошей графикой. На нем можно посмотреть остаток заряда батареи. Есть навигация и поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
На экране можно регулировать подогрев и вентиляцию сидений, а также подогрев руля. Под этим экраном располагается сенсорная система управления двухзонным климат-контролем. Кресла удобные, с боковой поддержкой и оба с электрорегулировкой и поясничной поддержкой, которую также можно настраивать. Они имеют подогрев и вентилируются. Водительское кресло умеет сильно откидываться. При нажатии кнопочки сбоку на сиденье можно поднять дополнительную подушку для ног. Таким образом вы можете расслабиться, пока заряжаете автомобиль. Также есть декоративная подсветка, цвет которой вы можете выбрать в настройках. А если хотите, можете включить пение птиц или шум океана. Теплый камин. Как на VIP-месте в кинотеатре. На втором ряду много места, сиденья с электроприводом, и их можно выдвигать на 135 мм, увеличивая объем багажника. Ровный пол позволяет комфортно сидеть 3 пассажирам. Есть 2 USB, и обдув задних сидений расположен вертикально. Есть подогрев задних сидений и откидывающийся подлокотник с 2 подстаканниками. Под задними сиденьями есть обычная розетка, в которую вы можете включить любой прибор. На крыше нашего Ioniq 5 установлена солнечная панель. На дисплее можно увидеть, сколько энергии накоплено в аккумуляторе от этой солнечной панели. Однако погода во время нашего теста была такая, что, к сожалению, эта солнечная панель не пригодилась. Этот автомобиль разгоняется так, что у меня дух захватывало. До 100 км в час за 5,2 секунды. При этом разгонная динамика у него линейная, то есть со старта сразу галопом. Максимальная скорость 185 км в час. Впереди здесь стоит подвеска Макферсон, сзади пятирычажная независимая, но неровности дороги все равно чувствуются. Есть передние и задние парктроники, и при движении вперед или назад автомобиль автоматически тормозит, если есть угроза столкновения. Есть камера заднего вида и система кругового обзора с классными камерами. Можно поворачивать изображение машины на экране и рассматривать то, что находится рядом под разным углом. Есть удержание в полосе и интеллектуальный круиз-контроль, который работает как на трассе, так и в городе. Есть 3 варианта режимов рекуперации энергии от торможения, интенсивность которой можно переключать под рулевыми лепестками. В режиме максимальной рекуперации машина буквально тормозит сама, когда вы отпускаете педаль газа. Этот Ioniq 5 может двигаться, когда вы не находитесь за рулем. Например, если вам нужно припарковать его в узком месте. Нажимаете на ключе кнопочку со стрелочкой вперед, и автомобиль едет вперед. И наоборот. Есть несколько вариантов зарядных станций. С постоянным током на 350 кВт, с постоянным током на 50 кВт, с переменным током и просто розетки. У Ioniq 5 есть 2 разъема. Type 2 для переменного тока и CCS Combo 2 для постоянного тока. Другие разъемы нам не подходят. На Ioniq 5 есть система зарядки, которая работает под напряжением 800 вольт. Аккумуляторы только некоторых автомобилей могут работать с таким высоким напряжением. Это Porsche Taycan, Audi e-tron GT, Tesla Model S Plaid, Kia EV6 или американский Lucid Air. Для зарядки с таким высоким напряжением вам необходима станция постоянного тока мощностью 350 кВт. Однако реалии таковы, что общедоступных станций на 350 кВт в Украине пока нет. Но не стоит расстраиваться. На Ioniq 5 стоит мультизарядная система, которую Hyundai запатентовал. Не нужны никакие переходники, уже есть встроенный преобразователь, который поднимает напряжение с 400 до нужных 800 вольт. Соответственно, вы можете заезжать на станции постоянного тока мощностью 50 кВт, которые есть в Киеве. И для того, чтобы зарядить эту машину до 80%, вам понадобится час. Также в автомобиле встроено зарядное устройство на 11 кВт. На полную зарядку от станции переменного тока вам понадобится 6 часов 9 минут. Домашняя сеть может выдать 7,2 или 3,5 кВт. Соответственно, на полную зарядку понадобится 10 или 20 часов. Если у вас частный дом, это вполне удобная история. Эта машина способна не только заряжаться, но и заряжать. Есть переходник, который можно вставить вместо зарядки, а в нем вы найдете обычную бытовую розетку. Теперь к машине можно подключать девайсы, которые нужно зарядить, или бытовые приборы. Автомобиль может отдавать 3,6 кВт.
Самый дешевый Ioniq 5 с обычной батареей, одним мотором и задним приводом стоит 1 миллион 275 тысяч гривен. Это 45 100 долларов. Самый дорогой с более мощной батареей, двумя моторами и полным приводом стоит 1 миллион 723 тысячи гривен. Это 61 тысяча долларов. Плюс можно доплатить 46 тысяч гривен, это 1600 долларов, за солнечную панель. Итак, подведем итоги. Hyundai Ioniq 5 – мощный и быстрый электрический автомобиль. Простой и этим необычный внешне, внутри он современный и продвинутый. Да, стоит Ioniq 5 немало, но он того стоит. Это кроссовер, на который точно будут оглядываться, как оглядывалась я, когда впервые увидела его на дороге. Спасибо, что посмотрели это видео, задавайте вопросы в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.